Всем привет! И от помощника привет! Воспитатели детского сада попросили сделать им такую же плакучую шелковицу. Кстати, какое небо! Сегодня 20 мая и будем прививать. Буду показывать поэтапно. Как мы видим, на сегодня уже почки проснулись. Вот какой прирост. И будем искать точки роста. Вот этот прирост, он еще не годен, так как он, видите, такой травянистый. И будем брать прошлогодний черенок, но с точкой роста этого года. Так, кстати, я сказал, не переключайтесь. Для этого мы сейчас срежем вот этот прирост и оставим вот эту почку. Видите? А также в пазухе каждого листа, вот сейчас покажу. Вот он. В пазухе каждого листа бывает точка роста, новая почка. Это такое правило. Лист появляется и сразу выкатывается же новая почка. Ладно, это лирика. Берем и чикнем. Ягоды тоже можем убрать. Здесь какой плюс? Вот эта ранка пока заживет, пока черенок находится на дереве. И потом же наш срезанный черенок не будет тратить свои силы. Вот ягоды тоже уберем. Один. Ждем пару дней, и как только заметим, что эта почка начинает идти в рост, стало больше, набухает, тогда мы вот этот черенок срезаем и будем прививать. Сейчас покажу, куда будем прививать. Вот есть такой подвой, который специально держал для таких целей. Вот он какой высоченный. Ну, здесь где-то метра 2, я думаю. Также подготовил вот так колышек. Сюда мы его вот так поставим. И думаю, вот здесь будем прививать. Вот эти части уже можем оголить, убрать. Чтобы дерево на них не тратило свои силы. За это время ранки затянутся. Так, а вот наверху надо сразу нам выбрать, куда будем прививать. Наверное, вот сюда. Тогда мы вот это срежем. А вот эти макушечные ветки пока оставим, чтобы они работали как насос. Вот так. Ну или вот сюда будем прививать. Вот так вот. Не переключайтесь. Так. Подвой пока вернем на место.
А где? Ох, какое небо! Встретимся через неделю. Чу-чу. И опять привет. У нашей почки появилась точка роста. Эту почку сейчас срезаем и будем прививать. Но на всякий случай, вдруг почка не приживется, это нельзя исключать. Для этого подготовим еще одну точку роста. Вот эту. Для этого удалим опять вот ягоды. Вот этот лист. Упс. И этот лист. И вот сам побег вот примерно вот здесь. Я в кадре. Вот. И вот так. Упс. Угу. За то время, пока мы будем наблюдать за этой почкой, это уйдет где-то неделя. За это время эта точка роста уже начнет свое движение. И в случае чего, вот допустим с этой не получилось, тогда забираем эту, чтобы не тратить время. Но вы же не будете переключаться, и тогда с этой почкой все будет хорошо получаться. Так что не переключайтесь. Сейчас мы ее вот так чикнем и будем прививать. Вот так, с запасом. Момент, попробую ее взять. Опс. Идем, идем. И сейчас кого-то мы встретим. Идем дальше. И вот наш штамп, который высотой почти 2 метра. Мы его вот так берем, 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 берем. И вот сюда. Оп. Вот так. Чтобы обойти вот этот нарост, лучше, думаю, прививать вот сюда. Прививать будем вот так. Так, порядок наших действий. Когда мы срежем, то здесь будет давление сока, что белое молочко, что для прививки как бы нежелательно. Мы сейчас это срезаем. Вроде нет особого давления. Это хорошо. На тот случай, если давление молочка очень много, и как бы льется, тогда надо бывает сделать надрез еще ниже, чтобы молочко пошло отсюда. После прививки можем это еще перевязать тоже. Давления нет. Привить можем или за кору, или вот так в приклад, думаю, будет лучше. Пробуем сделать ножку черенка. Чем ножка будет больше длиной,
тем будет больше соприкосновения подвоя и привоя. Сперва делаем ножку. Осторожно. Вот так, надеюсь, видно. Опять всем видно или никому не видно? И мне не видно. Делаем вот так вот. Так, вот до сих пор у нас срез. Вот до сих пор. Вот так. Смещаем к краю. Угу. Вот так будем заматывать. Угу. Вот сам черенок тоже давайте закроем лентой.
Так, меньше будет иссушаться черенок. Лучше сохранится влага. Хотя вот эти ранки уже на дереве подсохли. Здесь как бы пробка. Ну, и закрываем обязательно фольгой. Закрываем фольгой блестящей стороной наружу. Не переключайтесь. Если ты переключился, то прививку придется повторить. Так что не переключайся. И опять привет, 2 июня. Смотрим. Наши точки роста активизировались. Думаю, их будет еще больше. Пока вот эти ветки оставляю, чтобы они брали на себя какое-то питание. А потом удалим. Если их удалить сейчас, то слишком много энергии пойдет в наш черенок, и он может взорваться. Это была шутка. В каждой шутке есть только доля шутки. Так, здесь я растение фиксирую, так нам удобнее его наблюдать. Иначе оно должно быть где-то вот так. И нам придется смотреть туда. Так что я его убираю, а перед показом буду ставить сюда. Не переключайтесь. Шип. И опять привет. 7 июня. Вроде есть точки роста. Ну, фольгу пока оставим. Так. Вот будет южная сторона, здесь северная. Не переключайтесь. И опять привет. 11 июня. Здесь все хорошо. Напомню, это прививка для садика. Так, теперь вот эти побеги, их стоит удалить. Чик. Вот эти шишки, они зарастут со временем, ничего страшного. Сейчас вся сила уйдет в эти почки, в эти точки роста, и рост будет активнейший. Не верите? Не переключайтесь и поверите. Увидите и поверите. Не переключайтесь. И опять привет. 15 июня. Вот. Эта сторона что-то отстает. Возможно, кто-то переключился. Да. Не переключайтесь. И опять привет. 20 июня. Ну, вроде развития есть.
но не совсем такой, как хотелось бы. Вот тут ниже просыпается поросль. Не переключайтесь. 25 июня. И опять привет. 30 июня. И опять привет. 5 июля сегодня. И опять привет. 10 июля сегодня. Пятнадцатое июля. И опять привет. 20 июля. Сильно согнуть дерево уже не получится. Оно такое жесткое как бы. Будем наблюдать вот так. В общем, здесь все хорошо. Так, поросль убираем. И опять привет. Так мы выглядим на 26 июля. Такой свисающий прирост. Так, вот это убираем. Место прививки. Позже можно будет снять ленту. Пока, думаю, рано. И опять привет. Надо нам снять обвязку. Я про нее и забыл. Хотя она саморазрушаемая, но все-таки попробуем еще раз. Согнуть дерево. Оно уже вон какое. Вот так. Побеги сантиметров 70, наверное, если так смотреть. Если не больше. Вот тут густой лес. Там, походу, перетяжки. И для этого ленту нам надо как-то убрать. Так, я поставлю на стоп-кадр и включусь. Это будет секунда, вы не переключайтесь. Чик, и готово. Перетяжки очень серьезные. Я даже не ожидал такого. И вот этот пенечек уберем. Это черенок, который мы прививали, его остатки. Так, где он? Вот так. Видно? Так мы его
Придется зайти с этой стороны и вот так его чикнуть. Угу. Прямо в ноль. Видно? Так, теперь вернем наше растение на место. Не могу показать, здесь стена. В общем, с ним все хорошо. Не переключайтесь. И опять привет. 25 августа. Так выглядит наша плакучая шелковица. Вот побеги почти до земли. Здесь у них почти метра два. И все уходят вниз. А вот этот побег, вот видите, наверх еще. Это вот его начало. Итак, еще раз. Вот ветки, которые от плакучей, они под своим весом уходят вниз. А обычная, видите, растет наверх. В этой ветке есть жесткость, поэтому она и растет наверх. Но мы ее сейчас чикнем. Опс. Получится выломать, то лучше. Вот такая рамка все-таки затянется лучше. Чем обрезанные секатором. Ну, совсем грубо получилось, но ничего. И еще заметил, что здесь вот лист резной, а на родной шелковице, откуда вы брали черенок, там лист такой цельный. Сейчас покажу. Ну, хотя есть резные. А там почти все такие вот резные. Ну, в общем, развитием я доволен. Прививали один черенок, а вот видите, сколько побегов. Будет полноценное дерево для садика. И детям на радость. Не переключайтесь. И опять привет. 5 сентября. Прирост уже касается земли. Отличное развитие просто. И опять привет. 15 сентября. Здесь прям целая стена. Вот такое получилось из нашей одной почки, из нашего черенка. Надеюсь, детям понравится. Не переключайтесь. 23 сентября. Хочу вот эти молодые приросты обрезать
Так как вот эта часть, она вообще не работает на фотосинтез, а только потребляет. Это ускорит вызревание вот этих побегов. Все равно их на зиму обрежем примерно вот так, а уже весной вот так обрежется, чтобы новые приросты выходили вот так, и так будет красивее. Момент. Вот так обрезал. «15 октября. Такое развитие из нашей прививки. Листва обрезана. Так, ближе к зиме будем пересаживать на постоянное место жительства. Не переключайтесь. И опять привет. 12 ноября. Это финальная часть нашего видео. Звонили из садика, и сейчас буду отвозить это дерево. Если будет отчетное видео из садика, то видео опубликую в телеграм-канале. Вот так, сейчас я его еще подрежу. И все. На постоянное место жительства. Пока-пока.